Здравствуйте, дорогие любимые мои подписчики, а также гости моего канала. Сегодня я для вас сделаю расклад на тему, что он хочет. То есть мы как бы его вызовем и спросим, что ты хочешь, да? И буду делать на Ленорман и на Кипр. Итак, возьмем преддиагностику. В каком состоянии ваш мужчина находится сейчас? Мы берем дневных. Так, нам нужен только он, вас мы брать не будем. Вот он. Он хочет написать письмо своему любимому человеку. Может быть, он сейчас получил письмо какое-то о переменах к лучшему. Это может связано быть с деньгами, также с какими-то документами. Но карты также могут намекать и на свидание, на встречи. Но мы сейчас посмотрим поближе. Итак, что он хочет? Он хочет выбрать правильный путь. Он сейчас стоит на пороге выбора направления, в какую сторону ему идти. Здесь возможно с кем-то помириться. С другой стороны, может быть, есть две женщины, с которой тоже он может быть. И эта женщина может быть воздушной стихии или женщина, которая многое пережила уже с ним, да, вот они прошли уже определенный какой-то жизненный путь вместе. Но есть еще кто-то, вот такой, как собачка, да, такой верный друг, человек, который понимает другого без слова, то есть к которому тянет, да. Может быть, здесь красота еще имеет место, а здесь вот именно духовные какие-то качества. И вот он сейчас стоит, в какую сторону ему идти. Вот он не может пока сделать выбор. Давайте мы посмотрим дальше. Ну, карты показывают этого человека достаточно домашним. Показывают то, что он, может быть, где-то с документами работает, да, или вот что-то такое. В то же время этот мужчина может быть начальником, может быть таким сильным, крепким мужчиной, но в то же время и манипулятором может быть. А может быть защитником с такими замечательными картами. В принципе, мужчина очень даже неплохой. Этот мужчина может быть водной стихии, потому что здесь проявлен король чаш. Давайте дальше посмотрим. И я хочу посмотреть сейчас, что происходит. Какие-то новые ведутся у него встречи, разговоры по поводу финансов, по поводу каких-то документов. Сейчас он решает какие-то свои вопросы. Может быть, он разговаривает с детьми, с ребенком, что-то тут с документами или с деньгами идет, да? То есть он решает сейчас какие-то вопросы. Ну, еще мы спросим, чего он еще хочет. Какие замечательные карты, вы посмотрите. Он, конечно же, хочет вернуть какую-то любовь в своей жизни. Он хочет любви взаимной, он хочет страсти. Здесь, что примечательно, я вижу, вы по судьбе друг другу. Дама червей в этой и здесь король червей. Это очень важная
диагонали, да, ну это не диагонали, но вот как это называют, вот так это важно. И здесь карты говорят о том, что он хотел бы вернуть все заново, вернуть какую-то любовь, обновить любовь и страсти хотел бы. Он прям хочет хлопотать, он хочет, ну как это сказать, может быть где-то очистить эту любовь, да, от чего-то, от чего, может быть, он хочет эту любовь, да, очистить. Но нет, здесь карты показывают именно на ночного уровня отношений. Ну, давайте посмотрим дальше ваше состояние. Я хочу посмотреть. Вы сейчас хотели бы разговоров, вы решаете, может быть, какие-то вопросы, или будете решать какие-то вопросы, связанные с тем, чтобы у вас были какие-то изменения в вашей жизни. Может быть, это решаете вопрос, касающийся любви, разговариваете. Ну, у вас сейчас есть ключ для решения многих вопросов в вашей жизни. Его состояние, давайте мы посмотрим. Он опять стоит перед выбором, в какую сторону ему идти. Может быть, он думает, как ему лучше исполнить его желание. У некоторых может проигрываться, что ему здесь имеет значение определенное отдаление между вами. Так, давайте еще посмотрим. Как предупреждение, не переживать, не замыкаться в себе, не переживать по поводу того, что у кого-то вот расходов может быть много, нехватка финансов. Вот это как бы вам предупреждение этого не делать. Все будет у вас хорошо. Давайте посмотрим будущее или его действия. Да, его действия давайте посмотрим. Ну, здесь у многих может быть поиск возможностей для того, чтобы изменить какую-то ситуацию с его родственниками, потому что здесь вот есть, присутствует змея какая-то, может быть, и лиса также, отношения вот с дамой какой-то, да, которая может быть, ну, отношения имеет, любовь, да, вот такого плана. У некоторых это может быть, что мужчина не свободен. Я уже, наверное, говорила об этом. Вот таким вот образом. То есть ему нужно сейчас найти возможность изменить вот эту ситуацию, которая у него есть в его семье и с родственниками. И вот он будет выбирать путь, и ему совет выбирать путь в сторону любви, как вы видите, да, карта рыбы. Скорее всего, этот человек уже выберет сторону любви и будет идти в эту сторону. Вот таким вот образом. Давайте мы посмотрим на следующей колоде. Здесь, конечно, любовь присутствует. Это очень хорошо, когда любовь — это замечательная энергетика, красивые карты. Итак, что он хочет, посмотрим на колоде Кипер. Преддиагностику возьмем. Что тут у нас? Так, смотрите, выходит мужчина, который уже связан с кем-то отношениями, да? Он ограничен, как карты настолько прямые, ограничен какими-то отношениями. Может быть родственными, может быть женатый человек, да, вот такого плана. У всех по-разному может проиграться. Ну, какими-то обстоятельствами ограничен. Отношениями именно. Работой или еще чем-то. В которых чувствует себя одиноко. Так, ну давайте посмотрим, что он хочет-то у нас. Он хочет, видите, вырваться на свободу куда-то. Он хочет к вам, к своей любимой женщине. Видите, вышли вы сразу же, даже не успела разложить расклад. И он хочет отправиться, видите, туда. Тут он уже помудрел, повзрослел, понимает, где для него
свет, где для него радость и спокойствие. Да? Человек видит, что где-то там за горизонтом, и как карты легли удивительно, земной шар, да? Здесь однозначно люди на расстоянии. И вот он бы просто взял, как птица, и к вам бы полетел. Но между вами может быть конфликт даже у некоторых, да, из вас, потому что вы отвернулись друг от друга. Давайте дальше. Замечательно легли. А какой мужчина, да, какой мужчина? Мужчина вообще, конечно, достойный, непростой мужчина. Может быть военный, не обязательно, ну, просто карта такая, и такой вот бравый, да, такого плана. Ну, это не, это вот как в прошлые времена, да, как говорили там, бравый офицер, там такого плана. Может быть, этот человек не умеет дарить подарки. Закрытый. Ну, по роду где-то он может быть вот таким вот, да, как я уже сказала, таким бравым. Вот у него внутри есть такой стержень благородного человека. Такой вот момент может быть. Но в то же время вот и, ну, какие-то обстоятельства тяжелые тоже и страхи в его роду тоже были, с которыми нужно, конечно же, бороться. Так, давайте сейчас посмотрим, что... Ну, какая-то фальшивая персона есть в его жизни, которая, ну, хитрит, манипулирует им. Может быть, из-за этого вы как бы не можете быть вместе. Здесь фальшивая персона. Обман какой-то. Может быть, он вас обманул или обманывал, да? И поэтому вы где-то чувствуете себя одиноко. Так и он себя чувствует одиноко. И в предиагностике это было показано. Но вы не видите, что рядом с вами есть все-таки животные, да, хотя бы вот по этой карте. Хоть кто-то, но рядом с вами все равно есть. Вы не совсем одиноки в этом мире. Хотя, может быть, ощущение одиночества. Ну, давайте, что он хочет, да. Он хочет решить какие-то вопросы, связанные в его доме, да, с недвижимостью или с родственниками. Он, может быть, хочет раздела имущества, может быть, переживает за что-то в его доме, да, может, думает, потерять может что-то. Ну, вот такого он не, ну, как бы, он хочет с этим разобраться. Вот он хочет с этим разобраться. Давайте ваше состояние посмотрим. Ну, у вас как будто вас окружают какие-то недоброжелатели, которые мешают вам радоваться жизни. И здесь карта показывает на несколько таких людей. Посмотрим его состояние. Вот опять брака, да, выходит. Так, здесь еще к тому же и финансовые моменты могут в его жизни присутствовать, потому что он может быть женат на деньгах, да, так говорится, здесь хороший, богатый мужчина, женатый причем, вот он чувствует себя, что он, например, вот сейчас богатый, и у него есть семья, жена, там дети. Вот его состояние комфорта, но почему-то он хочет к вам. Вот такой момент. Ну, давайте посмотрим. Карты говорят, чтобы вы понимали, что за тяжелой полосой всегда идет светлая. И начинали уже потихоньку работать туда, куда вам подсказывает ваше сердце. Куда идти в том направлении, куда вас толкает ваша интуиция. Потихоньку, маленькими шагами.
Будут ли действия с его стороны? Действий я не вижу с его стороны, у него только печальные мысли о вас, расстройства, переживания, ну и все на этом. Действовать пока он не собирается. И совет хочу посмотреть. Ну, здесь, видите, какая-то женщина есть богатая. Ну, это, наверное, его жена, как я тут вижу. И вот сюда вот выходит. Здесь очень сложно придется. Очень много. Она, возможно, поработала тяжело в прошлом, да? Возможно, вам нужно искать новые отношения, карты показывают. Да, здесь, понимаете, здесь есть женщина, которая очень хорошо поработала над тем, чтобы вы, скорее всего, не были вместе. Вот такой расклад. Какой вам совет я возьму? Вот может найти новые отношения. Совет вам ищу. Идите к своему счастью, к своей удаче. Она обязательно улыбнется к вам, потому что здесь карты говорят, видите, вы получите какое-то известие или вы даже не знаете, какая радость вас ждет на пороге. До свидания.